Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться вариантом декорирования пасхального яйца без использования бархата. Диаметр пенопластовой заготовки 10 см, и под это яйцо я буду использовать деревянную подставку. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Пасхальное яйцо буду делать совместно с подставкой и соединять их буду вместе с помощью горячего клея. Так как бархатом я обтягивать не буду, нужно пенопластовой заготовке придать красивый вид. Для этого я покрою заготовку грунтом в 2 слоя, а затем краской мятного цвета. И мазками нанесу краску цвета сусальное золото поверх краски мятного цвета. Деревянную подставку я тоже буду окрашивать, и единственное, покрывать грунтом ее не буду. Для декорирования пасхального яйца я подготовила вот таких 3 бутона и еще бумажные цветы в различной цветовой гамме. И еще в качестве дополнительного декора буду, возможно, использовать атласные ленты и также джутовый шнур и перья. Грунт наношу с помощью кисточки в 2 слоя для того, чтобы более-менее выровнять поверхность заготовки. Пока грунт на заготовке высыхает, в это время я окрашиваю подставку акриловой краской цвета мята. Окрашиваю подставку в 2 слоя для того, чтобы получился более насыщенный цвет. И вот такая подставка получилась, краска уже высохла, и теперь поверх нее мазками наношу краску золотого цвета. Грунт на заготовке высох, и теперь буду покрывать ее краской тоже в 2 слоя для более насыщенного цвета. И вот что у меня получилось. На яйцо, как и на подставку, я тоже добавила мазками золотого цвета краску. Теперь соединю подставку и яйцо с помощью горячего клея. Теперь заготовка полностью готова для декорирования. Цветочный декор я буду располагать на верхушке яйца, также цветами украшу подставку. Соединять цветы с заготовкой я буду с помощью горячего клея. Теперь из джутового шнура сделаю вот такие бантики и добавлю к основному декору. Я думаю, такой пасхальный декор в виде яйца сможет сделать каждый. Также вы можете использовать не обязательно такой декор, как у меня. Использовать те же цветы из фоамирана можно, либо же из простой бумаги. Теперь украшаю подставку цветами, украшаю ее посередине. А теперь с помощью джутового шнура я хочу закрыть шов на яйце. Думала сначала закрыть атласной лентой, но мне кажется, что весь декор будет хорошо смотреться со шнуром. Шнур я сложила в 3 слоя и далее с помощью горячего клея присоединю его к яйцу. Полностью горячим клеем не проклеиваю, а оставляю место для того, чтобы завязать узелок. После того, как узелок завязан, теперь с помощью горячего клея закрепляю его на яйце. И далее формирую красивый бантик из джутового шнура с помощью горячего клея.
Пасхальное яйцо почти готово. Еще я решила добавить джутовый шнур на место соединения заготовки и подставки. Как мне кажется, оно не будет смотреться пустым, и весь пасхальный декор на этом яйце будет завершен. Надеюсь, что такой вариант декора в виде пасхального яйца вам понравился. Опять же, такой вариант декора не требует каких-то дополнительных затрат, и благодаря тому, что не использовалась обтяжка бархатом, не требуется применение каких-либо страз стеклянных, либо цепи со стразами. Думаю, что каждый из вас сможет с легкостью сделать такой пасхальный декор, как для себя, так и в качестве подарка. А на сегодня это все, и далее в видео я поделюсь с вами этим пасхальным яйцом в полном ракурсе. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант пасхального декора. Буду рада обратной связи. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был полезен. И если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!